can you come and take over? That way you can flow with me. Я попрошу, если можно, That он way поможет he мне. can flow with my English. Is that okay? Не против, если он будет Спасибо. помогать с английским. Большое Yes, спасибо. спасибо. Он будет Yes. Yes. Sit lower so you don't block them. A research at Harvard University, next slide, Исследование Гарвардского университета, keep going. At Princeton University actually show, number one, next, простите, Принстонского университета показывают, that young people who are 25 years or less are suffering from masculine meltdown. они показывают, что мужчины в возрасте до 25 лет, они находятся в состоянии мышечного стекания, то есть мышечной расслабленности. They don't have the faintest idea who they are. И все это происходит по одной простой причине. У них нет внутреннего осознания и идентификации себя с тем, кто они вообще есть. They have no identity of who they are. Next. Они не идентифицируют себя ни с чем. То есть нет образа, на котором они должны стремиться, и чтобы это держало их в тонусе каком-то. Where they are going in life, Они не знают, куда они идут в жизни. what they are supposed to be doing. Они не имеют никакого представления о том, что они должны были бы делать. In other words, Другими словами, they are confused. они находятся в состоянии смятения или смущения, а как результат упадка. How many men here can say, definitively, I know where I'm going in life? Сколько мужчин сегодня, из находящихся здесь в зале, вы могли бы, это такой риторический вопрос, могли бы сказать с уверенностью, я знаю, кто я такой, и я знаю, куда я иду, и что мне нужно делать. In other words, next slide. Most men are walking with the cloud covering their eyes. Если вы посмотрите на картинку на следующем слайде, можно сказать, что большинство мужчин, их тело живет мужской жизнью, но в их голове находится полный туман, облачность, никакой ясности нету. They are basically groping through life, Они просто существуют. hoping that they find the right direction. Они идут в надежде, как по минному полю ступая, они в надежде идут, что вдруг им получится, что-то произойдет, и у них получится найти правильный путь в жизни. When men are confused, Проблема в том, что когда мужчины находятся в состоянии непонимания и смущения, they create problems. такое состояние кажется им естественным, но на самом деле в обществе это производит массу проблем. Next slide, just push it. Yeah. Go back. Most social problems, push it one more. Push it just one more. No. Forward, please. Most social problems rest at the feet of men. For example, 90% of crimes are committed by men. Большинство социальных проблем, с которыми сталкивается общество, оно из-за мужчин происходит. Например, 90% преступлений совершается мужчинами. Of course, 100% of rape by men. 100% мужчин изнасилований совершается мужчинами. 95% of burglaries by men. 95% краж совершается мужчинами. 91% of abuse and offenses at home are committed by men. 91% бытового и домашнего насилия совершается мужчинами. 94% of drunk driving are by men. И 94% аварий в состоянии пьяного или пьяное вождение в пьяном виде тоже это совершают мужчины. Most problems of the world are caused by men. Абсолютное большинство проблем, которые существуют сегодня в нашем мире, это производят мужчины. Because confused men create problems. Не просто мужчины, но мужчины, которые находятся в состоянии смятения и непонимания, куда им идти. Они идут, и вот так, идя на ощупь, они приносят проблемы. Margaret Mead said, the central problem of every society is to define an appropriate role for their men.
Ученый-антрополог Маргарет Мид, она сделала такое потрясающее заключение, что основная проблема или основной вызов каждого общества – это найти четкое понимание и определение роли мужчины в этом обществе. Another social scientists say that every generation, every nation is one generation away from anarchy. И есть еще один ученый-социолог, который сделал такое утверждение о том, что каждая абсолютно нация, она находится всего лишь на расстоянии одного поколения, это где-то 25-30 лет, от состояния полной анархии. It says, if a society does not capture the young people between the age of 15 and 25 and give them direction in life, they will use their youthful energy to destroy that nation. Другими словами, если какая-либо страна или какое-либо общество, оно не начнет работать с мужчинами в возрасте от 15 до 25 лет, и в этот промежуток десятилетний оно не объяснит каждому из них, что от них требуется, что они должны делать, какое влияние они оказывают на общество и должны оказать, то после 25 лет, когда они придут в состояние полной боевой готовности, всю свою силу, которая у них будет, они направят в неправильное русло создания проблем. So the responsibility of every generation is to make sure that you transfer values to the next generation. Otherwise, everything you build, they will destroy. Поэтому основной задачей каждого поколения является не что-то делать во время своего поколения, а сосредоточиться на том, чтобы передать все ценности, которые помогают этому поколению не развалиться, сделать все, чтобы передать следующему поколению, чтобы следующее поколение спустя какое-то время оно могло еще улучшить и сохранить и улучшить то, что есть. So wise parents don't spend so much on themselves, they invest in the future generation. Поэтому мудрые родители – это не те родители, которые строят сегодня замечательную жизнь для себя и своей семьи, а это те, которые строят будущее своих поколений. Amen. Аминь. So it raises a question, who is a man? Поэтому возникает такой вопрос, так кто же он, мужчина? Is this somebody who is strong, tall, and very handsome? Is that a man? Например, мужчина – это тот, который высокий, стройный и такой представительный. Is it a Michael Jordan, muscular, tall, and can shoot a leather with air inside of it? Does that define a man? А может быть, настоящий мужчина – это Майкл Джордан, сильный, спортивный и крепкого телосложения, который может бросать легко в корзину, запрыгивать с расстояния 6 метров. Is it an Elvis Presley that smokes, drinks, swears, sings, chases women? Is that the definition of a man? Или настоящий мужчина – это мужчина, который в стиле Элвиса Пресли, тот, который курит, пьет, ругается, ведет себя так, как он хочет, берет от жизни по максимуму. Такой настоящий мужчина или нет? You know, Apostle Tov, many of our children are using this as their model. И апостол Тов, к сожалению, вы знаете тоже это, что большинство из нашего подрастающего поколения детей берут они для того, чтобы, образ мужчины, они берут, списывая их вот с этих людей, таких моделей. They can spend hundreds of dollars to buy an Air Jordan canvas, but they will not spend $10 to buy a book to read. Они готовы потратить сотни долларов на экипировку а-ля Майкл Джордан, Air Nike и так далее, но они не готовы потратить даже $10 на то, чтобы купить книгу и прочитать ее о том, кто такой настоящий мужчина. Is a man someone with good business mind who gets ahead of others, such as Branson? Is that a man? Или настоящий мужчина – это тот, который может начать любой бизнес, который по всему миру может начинать бизнесы, например, как Ричард Брэнсон? Or is he just a hard-working man that works hard all day, comes home exhausted, and probably eats dinner and crashes? Is that a man?
Или настоящий мужчина – это трудяга, который пашет целый день, поднимая клубы пыли. Он приходит домой изможденный, абсолютно уставший, и ничем больше не занимается, как только отдыхает, чтобы на следующий день опять зарыться в эту работу. Who is a man? Поэтому кто же он, мужчина? Does anybody really know? Знает ли кто-нибудь, какой он настоящий мужчина? Who is our prototype? Где найти прототип, модель того, какой должен быть настоящий Who do мужчина? we emulate? Кому подражать? Somebody tell me. Ответьте. You know, ladies, let me say this. When I first met my wife, Дорогие дамы, позвольте сказать вам, когда я впервые встретил свою жену, Pastor Sunday, my wife wanted to marry a tall man, very Пастор Сандей, handsome. расскажу вам такую историю. Моя жена хотела выйти замуж за высокого парня. But look what he ended up with. Но смотрите в конечном итоге, за кого она вышла замуж. Pastor Sunday, during the apostolic retreat, gave us a wonderful teaching Во время апостольского поста перед годовщиной пастор дал нам уникальное учение. on illusion. Учение о том, как жить вне иллюзий. Как не жить иллюзиями. How illusion can crush your calling. Как иллюзии могут разрушить предназначение и призвание, которое вы имеете от Бога. In 1 Corinthians chapter 13, verse 11, Apostle Paul said, when I was a child, I used to speak as a child and think like a child. But when I became a man, I put away childish things. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 11 стих говорит, когда я был ребенком, я мыслил как ребенок, но когда я повзрослел в образ мужа Божьего, повзрослел, я стал мыслить как мужчина. And you just want to ask Paul, how did you become a man? Вопрос, который бы я сегодня задал апостолу Павлу, а как стать настоящим мужчиной-то? Who told you you have become a man? Откуда ты, апостол Павел, узнал, что каким мужчиной нужно быть, и что ты стал этим мужчиной? This is my definition of authentic manhood. Я приготовил такое определение оригинальному или настоящему мужчине. Кто он? Who is a man? Кто есть мужчина? A man is someone that rejects passivity. На мой взгляд, настоящий мужчина – это тот, кто отвергает всякую пассивность в жизни как идею. And accepts responsibility. И который берет на себя ответственность. To fulfill God's nation. God's vision. Исполнить Божье призвание. In his family. В своей семье. In his organization. В организации, которой он занимается. Community, в среде, в обществе, в котором он живет. И в стране в целом. Pastor Sunday said something to me one day. Однажды пастор Сандей сказал мне одну вещь. He said, how can I be in Ukraine and things are going wrong and I won't do anything about it? Then I'm not a man. Как я могу, находясь здесь, в Украине, жить мыслями о том, чтобы сбежать отсюда? Что я тогда... Если я живу в Украине, и здесь что-то неправильное происходит, как я могу жить в этой стране и не взять ответственность за то, чтобы это исправить? Если я не делаю, что я, тогда я мужчина или кто я? How can I be around where there are issues and I'm comfortable? Как я могу сталкиваться с этой несправедливостью и чувствовать себя спокойным? How can I see decadence in the society and I'm not moved? Как я могу видеть, как страна приходит в упадок и при этом вообще ничего не делать? And you walk by as though it doesn't exist. И просто проходить мимо, убирая свой взгляд в сторону, как будто этого не происходит? You're not a man. Тогда это не мужчина.
In Genesis chapter 2, Бытие, Next 2 slide. глава. go back. God gave Adam responsibility. Бог дал Адаму сферу ответственности. He created a garden Он создал Эдемский сад. and took him and put him in the garden. Он взял Адама и поместил его в этот сад. Gave him a work instruction. Он дал ему инструкции по тому, что он должен делать. Defined a boundary. Он ему определил границы его сферы And ответственности. then he said, rule. И вот тогда он сказал, когда Бог это сделал, он говорит, теперь правь здесь. And then Satan shows up. И тогда появляется сатана. And he was there watching. В то время, как Бог все это делал, он стоял где-то с краешку и смотрел. Watching Satan, or devil, have a conversation with your wife. Бог наблюдал. Муж наблюдал. Окей. Адам, представляете, он находился в этом саду и наблюдал за разговором дьявола с его женой. Где его ответственность? Чем он занимался в это время? Как он мог вообще это позволить? And he was just watching. Он просто стоял и наблюдал за всем этим, как жена его общается и грешит. I wonder what they are talking about. А интересно, о чем они там говорят? That's an example of a passive man. Это как раз-таки образ, модель пассивного мужчины. A man that watches his family decay, he doesn't do anything. Это мужчина, который спокойно смотрит и наблюдает, как его семья рушится, и ничего абсолютно не предпринимает, никаких попыток, чтобы это A man остановить. that watches their children drift away and they just watch. Мужчины, которые смотрят, как его дети, они скатываются на обочину жизни, и он просто говорит, ну, буду смотреть, может, что-то посмотрим, что получится. Does that describe you? Похоже ли это на вас, на то, как вы живете? Because an authentic man, the moment he saw Satan trying to have a conversation, he will move in and say, Eve, go back, let me handle this. Потому что настоящий мужчина, не Адам, настоящий мужчина, если бы он увидел, как дьявол разговаривает с его женой, только начинает разговаривать, он бы вышел и сказал, эй, так, Ева, иди на место, слышь, ты иди сюда. But you know what's amazing? He looked and said, hey, he's giving him something to eat. It looks like he's good. И он что делал, Адам? Он стоял, смотрел, думал, о, смотри, поговорили. А вот теперь он дает ей что-то кушать. Ой, прикольное что-то. It looks like, Может, и я попробую. yeah, it looks like she likes it. Слушай, а я смотрю, ей это нравится. And maybe I will try it too. Может, и себе попробовать. Because, Pastor Sunday, I want to submit to you that Adam had already eaten before Eve gave it to him. Знаете, я хочу сказать, пастор Сандей, такое одно утверждение. На мой взгляд, Адам, он съел это яблоко еще до того, как Ева ему отдала. В своей голове он уже сдался. If he hadn't, he would not have accepted. If he had not eaten in his mind, he would not have accepted it physically. Если бы он в своей голове уже не повожделел, не захотел этого яблока, то физически, когда ему предложили, он бы точно не съел. But Jesus Christ, Но Иисус Христос, in John chapter 18, Евангелие от Иоанна, 18 главе, you can go to verse 2. And Judas, who betrayed him, also knew the place, for Jesus often met there with his disciples. Next slide. в 2 стихе написано, Иуда, он, который его предал впоследствии, он также знал место, где Иисус бывал, и он там часто бывал с ним. Let me go to verse 4. Jesus, therefore, knowing all things that will come upon him, went forward and said to them, who are you seeking? And they answered, Jesus Christ of Nazareth. И Иисус, видя, что они пришли взять его, он пришел, он выступил впереди, он пошел к ним и спросил, кого вы ищете? Они сказали, Иисуса из Назарета. Иисус ответил, я. And Jesus said again, I am he. Иисус сказал, вот я. And Judas, who betrayed him also, stood with them. Now when he said to them, I am he, they drew back and fell to the ground.
И Иуда, который предал его, он также стоял рядом с ними, с этими воинами. И когда он сказал опять, вот я, они отошли назад и пали лицом на землю. Then he asked them again, who are you seeking? And they said, Jesus Christ of Nazareth. Jesus answered, I have told you that I am him. Therefore, if you seek me, let this go away. И тогда они спросили... тогда он спросил опять их, кого вы ищете? И они сказали, Иисуса из Назарета. Иисус ответил, разве не сказал я вам, что вот я, если вы ищете меня, оставьте этих в покое. Let me show you what happened here. Давайте я попробую описать вам, что произошло. They came to arrest Jesus. Пришли воины, чтобы арестовать Иисуса. And he said, who are you looking for? И он задает им вопрос прямо в лоб. They Кого said, вы Jesus ищете? of Nazareth. Они говорят, He Иисус из came forth Назарета. and say, I am he. Иисус стоит со своими учениками, выходит, говорит, так вот я. If we are other people, he would say, my bodyguard, go first. Другой бы человек, мужчина, в кавычках, на его месте, он бы сказал, это, он You ничего come, бы не сказал, come. он бы охранников своих вперед туда бы толкнул. Who are you looking for? Кого вы It's ищете? him. Это он. Because I must preserve myself. Потому что мне нужно себя как-то защитить. Я же тут важный человек. But he said, I'm a man of responsibility. Но Иисус своими действиями, он сказал, я мужчина, который берет на себя ответственность. Not only that, he knew that the future of the gospel was in the disciples. Не просто он нес на себе ответственность, он еще представлял, он четко знал в своей голове о том, что ответственность за передачу Евангелия последующим поколениям лежит на тех учениках, которых он взращивал эти 3,5 года. They contain the seeds of the future. Он понимал о том, что он отвечает за то, чтобы сохранить их, потому что они в себе несут семя Евангелия для будущих поколений. So he said, I protect the seeds. Поэтому Иисус, он не спрятался за их спином, он сказал, нет, это я, но не просто сказал, что это я. Он закрыл себя и сказал, вот я, а их оставьте в покое. Kill me, Меня вы можете убить, but preserve the seeds. но я, как мужчина, беру ответственность, и я сохраню это семя. A responsible man lays his life down to protect his family. Что такое ответственный мужчина или мужчина, который берет ответственность? Это тот мужчина, который готов положить жизнь свою за то, чтобы защитить, сделать и обеспечить то, что он должен сделать. Unfortunately, there are nations that actually eat the seeds of their children. Но вы знаете, что в реальности есть целые народы, которые уничтожают сами то семя, за которое они ответственны, чтобы передать их последующим поколениям. Они вообще об этом не заботятся. Они тратят это все на себя самих. The parents are well fed and the children are hungry. Сами взрослые богатеют и насыщаются, в то время как дети голодают и нищенствуют. That's not authentic manhood. Так настоящий мужчина не поступает. Next slide. Next slide. So how do I become an authentic man? Итак, если настоящий мужчина, он настолько желанный, то как стать таким настоящим мужчиной? How do I go from where I am today to where I need to be? Как перебраться из того состояния, где сегодня есть мужчина, в то состояние, каким он должен был бы быть? First of all, the reason men are confused is because they carry a life suitcase that contains a lot of wounds. Для того, чтобы разобраться с этим, прежде всего нам необходимо понять о том, что причина, по которой мужчины утратили вот эту мужскую образ настоящего мужчины, это потому что каждый мужчина, который находится в смятении, вот такая облачность в его голове, нужно понять, что у каждого из этих мужчин есть целый чемодан, который наполнен какими-то ранами. Every man carries a suitcase. У каждого мужчины он тащит за собой по жизни чемодан чем-то наполненный. A suitcase full of life experiences, Это чемодан, который наполнен предыдущим опытом его жизни. both good and bad. Он нагнетен, утрясен и наполнен. How a man unpacks that suitcase determines their direction,
and their level of success. И я хочу сказать такое определение, что насколько мужчина, он способен распаковать и опустошить этот чемодан, то есть разобраться с этими вопросами и ранами прошлого, это то, что определит, насколько этот мужчина, в его голове прояснится, куда он идет, что он должен делать и зачем. Next slide. What is a wound? Unresolved issue whose lack of closure impacts the quality of lives. Я позволю себе дать такое определение, что такое рана. Рана в жизни мужчины – это нерешенные проблемы из прошлого, которые влияют на сегодняшнее и будущее этого мужчины. Just as physical wound leaves a physical scar, Точно так же, как физические раны, которые мы получаем, они оставляют шрамы и следы на теле. Spiritual wound leaves a spiritual or emotional scar. Духовные раны, они оставляют следы эмоциональные или душевные следы на сердце человека. And if it's not healed properly, И если неправильно решить эти вопросы или неправильно разобраться с этим, if it's just buried away, если просто похоронить и забыть об этом, и отложить в сторону. You know, in the United States in the 30s and 40s and 50s, they used to experiment with radioactive materials. Вы знаете, я приведу такой пример. В 30-х, 40-х годах в Соединенных Штатах Америки проводили необычные эксперименты с радиоактивными веществами. And they will often bury the waste in deep, deep ground in canisters, thinking that it has gone away. Что они делали? Они паковали радиоактивные отходы в такие железные канистры и закапывали глубоко в землю, наивно думая о том, что все, они их похоронили и никаких проблем теперь с этим нет. But with time, Но по прошествии времени the canisters will corrode коррозия разъедала материал канистр, and rust, ржавчина, and the radioactive materials will leak through and get to groundwater supply. и радиоактивные материалы просачивались через эти дырки и отверстия, они просачивались в почву, дальше через подземные воды, они распространялись по всей территории. The same way, if a man just carelessly buries his wounds and don't address it, sooner or later they leak into your personality. Точно таким же образом нерешенные вопросы из прошлого мужчины и раны, которые он несет с собой, если он откладывает их просто в сторону и говорит, ничего, как-нибудь разберемся, он их хоронит, на самом деле рано или поздно однажды это даст свою течь, и эти проблемы, они выстрелят либо в отношениях с женой, либо в семье просто, либо они выстрелят в отношениях с детьми или где-то еще. To become an authentic man, Чтобы стать настоящим мужчиной, you must deal with these wounds. нужно не отложить их в сторону, а нужно разобраться с ними. You can't bury them. Нельзя просто отложить их в сторону. Sooner or later they will leak into your marriage. Рано или поздно это просочится и повредит ваш брак. There are 4 types of wounds Есть 4 типа ран, that men suffer. с которыми борется каждый мужчина. And I'm not saying that they suffer all type, but at least 1 or 2. Я не говорю, что все мужчины, они имеют все 4 вида этих проблем, но хотя бы один у кого-то из них присутствует. The first one is an absent father wound. Первый тип – это рана, которая нанесена мальчику вследствие того, что его отец отсутствует. Отсутствие отца. The second wound is that when fathers are not around, sons become too much attached to their mothers and they become effeminate. Или есть другая проблема в жизни, когда отца нету, когда мама начинает занимать место отца, и она становится такой мамой-опекуншей, которая занимает место папы в жизни ребенка. Это тоже влияет на его жизнь. Женоподобным становится мужчина. The third type is what I call lack of a male mentor wound. И третий вид проблем или ран, который я называю, это отсутствие мужского наставника, отсутствие наставника мужчины. The fourth type is what I call lack of vision wound. И четвертый тип проблемы или раны, которые несет в себе мужчина, это называется отсутствие видения. And the last type is what I call the depravity wound. И последнее это рана отвержения. I will only dwell on the first one for the rest of the message.
И я остановлюсь только до конца проповеди, хочу разобрать только первую. There are two types of absent father wound. Есть два вида или две причины, по которым можно сказать, что отец отсутствует в семье. One is a physically absent father wound. Одно – это когда отец физически отсутствует, то есть его нет в семье. And the second is the emotionally abusive father wound. И второй вид – это когда он вроде бы и есть, но эмоционально он ведет так, что ребенок его сам начинает сторониться. Он ранит своего ребенка. For those of two, I will give you two case studies. И я хочу, по каждому из этих типов, я хочу дать вам практические примеры о том, как это влияло или что происходило, как это происходило. A physically absent father wound